Что там будет в будущем? Победишь ли ты в матче? Все это не важно. Наслаждение от уничтожения соперников впереди. И когда ты выкладываешься на все 120%, вот оно наше все. Как только для тебя настанет этот момент, И всем привет, Данек на связи. И сегодня я решил вам сделать вот такое вот интересное видео. Ну, я надеюсь, что оно будет интересным. Дело в том, что я планировал записать кое-что другое, но в преддверии нового патча решил свои заметки для нового ролика отложить. Это я сказал для того, чтобы вы, были в курсе. Но давайте вернемся к сути этого видео. За что мы любим просмотр киберспортивных турниров? За то, что можем посмотреть крутые, качественные матчи топовых прогеймеров. За то, что можем поболеть за наших любимчиков. Но лично я люблю киберспортивный StarCraft за эмоции. Потому что крутые матчи топовых прогеймеров можно посмотреть отдельно в реплее или отдельно на различных онлайн-туриках, которых сейчас просто пруд-пруди. Это я к чему? Поэтому в связи с тем, что в последнее время топовых турниров становится все меньше и меньше, я решил сделать вам такой вот, что-то типа подарка. Суть этого видео в том, что я сделал подборку самых эмоциональных матчей прогеймеров на различных турнирах. В этих играх люди показывали свои самые яркие эмоции. И здесь будет абсолютно все. Победа, слезы счастья, слезы поражения и просто тильты. Ну и, конечно же, смешнявки. Давайте подумаем вместе, где проявляются обычно самые большие эмоции. Конечно же, в финале топовых турниров. Особенно важно, когда эти финалы становятся для людей первыми. Поэтому сегодня речь пойдет именно о таком случае. Вообще, у нас в StarCraft хватает довольно-таки эмоциональных личностей, если не брать в расчет корейцев, они там как будто под валидолом сидят. Хотя и среди парней из Европы есть представители прям стальных нервов. Саров не даст соврать. Но есть его полная противоположность. Это Рейнер. Я бы мог сюда впихнуть несколько финалов. Например, победу на Inter Extreme Masters Катовице 2021 года. Но вебка не сможет передать прям все тонкости и все радостные эмоции самого Рикардо. С другой стороны, можно взять финал Gamersay 23 года. Довольно хорошего топового турнира, где было куча сильных, серьезных прогеймеров. Рейнер там вышел в финал и даже его выиграл. Вот, посмотрите, как он радуется, волосы теребит. Но лично я бы хотел отметить именно финал VCS Summer 2019 года. Тогда он вышел в финал и боролся тогда с лучшим европейским игроком Сэровым. И он не просто с ним поборолся, он его выиграл со счетом 4-2. И таким образом поднял над своей головой первый большой кубок. У Рейнера на лице просто улыбка не сходила. Она была до ушей, и его, конечно же, можно понять. Ну что ж, давайте возьмем другую европейскую звездочку, Клема, у которого тоже хватало довольно напряженных эмоциональных матчей. Например, на Gamersay, где он смог переиграть лучшего корейского террана Мару в 1/8. Или, например, победа на eSports World Cup в 2024 году. Это стало для Клема первым титулом чемпионата мира, который он заполучил абсолютно заслуженно. Но его первая победа на мировом турнире случилась пораньше, в 2023 году на ESL Winter. Клем там прошелся почти по всем сильным игрокам. Сначала Солара обыграл в 1/8, потом в полуфинале самого Сэрова, а потом в финале Дарка. И таким образом Клем завоевал свой первый мировой турнир.
Уверен, многие фанаты этого игрока были очень рады за этого парня. Я тоже был, безусловно, рад, потому что он действительно очень талантливый и заслужил мирового призвания. Push it to a victory, but without winning on Clem's side of the map, it's gonna be Dark who has to tap out. Clem with the 4-1 victory is going to win his first Premier Championship at the ESL Masters Winter. It's been a long time coming for Claymore. 5 years ago, he was finally eligible to join the ESL Pro Tour, play at some of these big tournaments, and we saw red. Ну и раз уж я заговорил об игроках из Европы, давайте и также упомяну Серла. Многие, наверное, думают, что он самый настоящий робот, который даже в самые отчаянные и даже в самые радостные моменты не проявляет каких-то больших эмоций. Просто дело в том, что, как по мне, Серл достаточно спокойный и сдержанный, дисциплинированный молодой человек. Поэтому даже когда у него внутри все кипит от радости, по лицу это довольно-таки сложно прочитать. Вы посмотрите на его лицо во время своей победы на ВЦС 2018 года. Это был его первый мировой финал, и он его выиграл, остановил эпопею корейцев, произвез невероятную сенсацию в старкрафтерском сообществе. Улыбнулся, немного потряс руками, типа «Да, показал скилл, я крутой». Поэтому я хочу отдельно поговорить о другом финале большого турнира. Он тоже относится к чемпионату мира, так сказать. Intel Extreme Masters 22 года в Катовице. Почему этот турнир? Во-первых, это первый чемпионат мира, сыгранный после ковида. А во-вторых, несмотря на то, что Серл выиграл ВЦС, он никогда не выигрывал Катовицу в своей карьере. И проблема не в том, что он там не мог из группы выйти, он был максимально близок к тому, чтобы попасть хотя бы в финал. Но каждый раз оступался. В 2018 году он проиграл классику, в 2019 проиграл в 1/8 Су, который был вечно вторым, но об этом попозже. В 2020 году тоже попал в полуфинал, но оступился об Зеста и снова туда не попал. И вот наступает 22 год. Серл, как обычно, занимает первое место в группе, причем не проиграв ни одного матча. Выбивает из турнира двух сильнейших корейских игроков Мару Роуга и наконец-то попадает в финал Катовицы. Но это тогда были цветочки, потому что в финале ему противостоял Рейнер, тот самый парень, с которым у него было очень давнее соперничество не только на европейских турнирах, но и в целом на всех. К тому же не забывайте о том, что Рейнер годом ранее выиграл Катовицу. Ну и, конечно, катка. Катка была просто мое почтение. И там было много чего интересного. Например, all-in с рабами от Серла. От самого стандартного, механического, дисциплинированного парня. Прикиньте. А финальный 7-й сет был сыгран в очень напряженном лейтгейме до 21 минуты. Но так или иначе, Серл наконец-то снял с себя проклятие Катовицы и забрал этот трофей. That is going to be it. Raider taps out. Cell finally getting his IEM victory. It took Как обычно, потряс руками, но еще и попрыгал, чтобы уж зрителям стало очевидно: да, я так счастлив. Далеко не отходим от ИЕМа 22 года, потому что здесь будет еще один матч. Он стал интересен тем, что в полуфинал прошел человек без опыта, не то что финалов, а полуфиналов больших турниров, у которого не было ни одного топового титула даже в Европе, который был хорошим скилловым игроком, но не настолько большого уровня, как Серл или Рейнер. Речь пойдет о Хиромарине. В 1/8 ему попался корейский зерк Столар. Он, конечно, тоже не такой прям уж скилловый гигачат, как Dark или Rogue, с одной стороны, но у него за плечами несколько титулов DreamHack. Первое место на Стар-лиге — это один из корейских турниров 2016 года. Да и в StarCraft он играет на топовом уровне гораздо дольше, так что опыта у него хватает. Тем не менее, это не противостояние сильного игрока против аутсайдера. Они были примерно на одном и том же уровне своего скилла.
Но Хиромарину было гораздо труднее на этом турнире. Он вышел из группы со счетом 3-2, в топ-12 одолел неплохого Протоса Зуна или Зауна, а уже в 1/8 боролся на равных с Соларом. Битва была очень равная, дошло все до всех 5 сетов. И Хиромарин одержал победу, за что ему честь и хвала, потому что если бы он это не сделал, мы бы видели в полуфинале вот такую картину. Ну что это за пиздец такой? Ну как это может быть в 21 веке? А так мы получили довольно-таки крутую сенсацию. Да и Хиромарин не попал в полуфинал, потому что его остановил Рейнер, но он дал ему отличный бой. В любом случае, за Гейбом было очень приятно наблюдать. И при этом, конечно, обидно за Солара, который очень сильно старался, но проиграл. Он даже в конце не сдержался, и столу это не понравилось. И его затылку. Мне еще понравился момент, как зритель подошел поближе к сцене, протянул руку Хиромарину, и тот ее пожал. Вот за это респект. Теперь давайте переместимся на год позже. В 23 году проходил еще один турнир в Катовице. И если вы думаете, что я сейчас буду задвигать историю Оливейры, то нет, об этом попозже. Здесь я хочу вспомнить еще один матч, где могла произойти определенная сенсация, но которая не случилась, и все по вине самого зачинщика этой драмы, Протоса Креатора. В 1/12 ему попался Зерг Дарк. Я уже говорил о том, что Дарк один из лучших корейских зергов, и он, очевидно, в этом противостоянии был фаворитом. Креатор был хорошим игроком, но не дотягивал даже до тир-2 уровня. Но в его карьере были хорошие периоды выступлений. Например, в 2012 году он хорошо блистал, выигрывал отборочный на ВЦС от Корейского региона, выиграл первое место на небольшом турнире, обыграв в финале самого Лайфа, занял второе место на Близконе. Но, к сожалению, после этого карьера пошла по накатанной. Он много тренировался и отдавал самого себя этой игре, в прямом смысле. Креатор был довольно ярким персонажем в корейском сегменте, потому что он, наоборот, был очень несдержанным и болезненно воспринимал все свои поражения. И вот наступает 23 год, и Креатор отбирается на Катовицу. В группе он занимает 3 место. Хоть он и проигрывает явным фаворитом в группе, всех аутсайдеров он сметает и попадает в топ-12 уже как бы неплохо. Но можно лучше. Потому что, да, ты попадаешь на довольно сильного оппонента, более опытного и более крутого. Но есть один нюанс. Дарка на этом турнире очень сильно штормило. В своей группе он даже не занял первое место, уступил не самому крутому и титулованному Рагнароку. Выиграл 3 оппонентов, ну и на том спасибо. Так что Креатор воспользовался шансом, что Дарк сейчас не в форме и не в фокусе. У них была довольно напряженная трудовая партия. Все дошло опять же до 5 сетов. И вот счет 2-2, наступает решающая катка. И как бы хорошо, ты не отыгрывал всю свою партию, одна критичная ошибка, и ты проиграл все свои шансы. Дело в том, что у Зерга было явное отставание по армии, он не мог драться в лоб, и поэтому, когда Протос пошел выбивать ему экономику, он предпринял решение пойти в Eliminate. Кто не в курсе, в StarCraft есть другой вид победы против тех случаев, когда оппонент просто ничего не делает и не контролит, и не пишет ГГ. Нужно уничтожить все его здания основные на карте, без учета Криптума, Расталисов и прочих. Креатор это заметил и вроде бы предусмотрел все. Он сделал рекол на Nexus, но есть один нюанс. Nexus не успел рекольнуть армию, потому что он был уничтожен. Протос заметил это очень поздно, на всех своих парах начал возвращаться домой, но он уже понимал за 10 секунд до окончания матча, что он банально не успевает. И поражение такое болезненное и такое противное. And it seems that it will be Dark who's moving into the quarterfinals to meet his teammate Hero. Every single one of these buildings, these are the last lifelines there, but Dark takes out the last building. He eliminates... Оппонент победил не потому, что разгромил твою армию, не потому, что выбил тебе экономику, а потому, что сожрал все твои здания, а ты просто не успел поражать вовремя телепортацию. Это был такой большой шанс для Креатора.
Дело не в том, что он мог пройти в 1/8 чемпионата мира. Дело в том, что он мог выиграть более сильного оппонента. Но совершил просто катастрофический фейл, и за ним было очень больно наблюдать. Он просто закрыл лицо руками и на протяжении долгого времени не мог поднять голову. Отдельный респект Дарку, который оценил старания креатора и пошел его утешать. Вот такие вот страсти. Давайте от более грустного вспомним одну смешную и забавную ситуацию, которая произошла на 6-м сезоне Nation Wars. А именно один матч финальной части турнира. Тогда играли сборная Южной Кореи против Финляндии. Корейцы всегда были фавориты на этом турнире, и они подтверждали этот статус, забирая этот титул примерно 4 или 3 раза. Но не в 2019 году. Тогда в финале они сражались с Финляндией, и если про Сэрова все были в курсе, то вот про Мазира и уж тем более про Жугельянга знали только единицы. Они были хорошими игроками, но не прям топами даже по меркам Европы. И вот на счете 1-1 Жугельянгу пришлось сражаться против Су. Чтобы вы понимали масштаб их уровней, это представьте, как, Сэров в финале чемпионата мира будет драться против Скиллоуса. Но здесь все было не так однозначно, потому что, во-первых, это зеркальный матчап, а в зеркалке по большей части решает не скилл, а хорошая подготовка и исполнение своих билдов. В основном агрессивных. Такая практика очень часто работает в зеркальных матчапах, что в PvP, что в ТВТ. Собственно, так и произошло. Жугельянг хорошо подготовился к своему оппоненту, продемонстрировал свой потенциал и переиграл своего оппонента. И казалось бы, Су проиграл, и чего такого. Но дело в том, что на нем опять сказалась та самая репутация, что он вечно проигрывает в финалах. Если вы не слышали об этом, посмотрите мой видос, ссылочка будет в описании. И несмотря на то, что кореец снял это проклятие в начале 2019 года, выиграв чемпионат мира по версии Intel Extreme Masters, он снова проигрывает довольно-таки серьезным, хоть и с минимальной конкуренцией, турниром. И главный веселый гвоздь в крышку гроба — это реакция Статса на это поражение. Он просто ржал как конь и не мог остановиться. Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. С другой стороны, было мило смотреть на то, как Су вообще не обиделся на это. Он уже привык к тому, что его вечно над этим аспектом подкалывают, и он просто тоже посмеялся. You guys are unbelievable. Oh, it's super sad for Sue, but it's like, what is wrong with you? Finally realized you had to look at that. Stats is... Oh my god, Stats has no mercy at all. Следующий матч, я думаю, вам будет очень интересен, потому что здесь будет история СНГ противостояния. Теперь мы переместимся еще дальше, в 2013 год. Как же давно это было? На одном из турниров серии ВЦС, который проводился в основном для игроков из Европы, но корейцы там тоже принимали участие. Но суть не в этом. Суть в том, что в плей-офф стадию вышло два нами любимых игрока из России и Украины, Хэппи и Димага. Однако судьба так сложилась, что им предстояло выяснить, кто же достоин пройти в полуфинал. Кстати, напиши в комментариях, если смотрел этот матч в прямом эфире и болел за наших ребят. Вообще, у Димаги было много довольно-таки эмоциональных матчей, потому что он сам по себе довольно-таки взрывной, что ли. Вот, например, его реакция на победу на Asus ROG в 2011 году. Для СНГ региона это праздник. Но все-таки я выбрал именно этот матч 2013 года на ВЦС. Потому что я уверен, каждый болел за обоих. И я, конечно, мог бы вам еще много чего рассказать, но я просто покажу реакцию Димаги над победой над Хэпичем со счетом 3-2. For victory, and Demaga against all odds. GG! He takes the first quarterfinal here in WCS Europe Finals, and now he secures himself a spot in Korea. Wow, look at that excitement coming out from Demaga. He's so happy. Перед продолжением своего ролика хочу сразу сказать, что здесь будет 3 матча, и их будет объединять одна вещь. Каждый игрок после победы расплакался от счастья. Такие моменты, я считаю, очень важны в киберспорте.
Они вызывают не только приятные эмоции, но еще и трогают от всей души. Потому что ты понимаешь, насколько была важна эта победа для человека, который очень сильно старался, работал над собой. Начнем с тоже довольно-таки древней истории из 2013 года, которая произошла тоже на одном из сезонов ВЦС. И случилась она в матче Граби и MVP. Недавно я выпускал ролик про игроков, которые играли в Warcraft 3 и StarCraft 2 на профессиональном уровне. Так вот, я уверен, многие знают Граби как легендарного игрока в Warcraft 3. В StarCraft он показывал относительно хорошие результаты по сравнению с другими представителями. Были, например, финалы на Иеме, в Сингапуре, по-моему. Но ближе к 2013 году его результаты начинали понемногу спадать. И вот наступает турнир ВЦС. Групповая стадия. Граби занимает второе место. Это не так важно. Гораздо интереснее будет рассудить вторую стадию, групповую. У Граби был счет 1-1. Он проиграл свой сет Хасу ОБС. Забавный никнейм. Ставь лайк и пиши в комментариях, если ты из клана Хасу. Но при этом успел выиграть другого нидерландского игрока Рета. А вот в последнем матче ему пришлось сражаться против легенды MVP. И я сейчас не лукавлю. Он был лучшим представителем своей расы, одним из сильнейших корейских игроков. 4 раза брал GSL, 2 раза чемпионат мира, 1 раз турнир Intel Extreme Masters. И я думаю, вы понимаете, если вдруг Граби проигрывает, он вылетает из турнира и не сможет продолжить свое выступление в дальнейшем. И чтобы вы думали, Граби смог, он выиграл этого оппонента. В довольно-таки напряженной и упорной борьбе. Было видно, как сам игрок не мог поверить своему счастью, что у него это получилось. Он несколько минут просто сидел за своим компом, а затем в послематчевом интервью расплакался. Вот настолько ему было важно победить. No, I mean, I've never felt the way I did just now. Like, I feel like it never gets old. It stays hard, you know, like, there's always new challenges. And, like, Cassandra and me, we worked so hard for this together, like... And... Ну да ладно, забудем о играх из прошлого, вернемся в более-таки свежую историю, а именно в 2019 год. И я уже частично ее затронул. Это финал чемпионата мира Intel Extreme Masters. Тогда в финале сражались корейский Protoss Stats против корейского Зерга Су. Напоминаю, это было еще до Nation Wars. И опять же, почему этот финал был очень важен для корейского Зерга, можете посмотреть в моем отдельном видео. Но если сказать вкратце, Су был неудачником, который проиграл очень много финалов большого турнира. Ему было уже много лет, через 2 года ему нужно будет пройти военную службу в Корее. И в истории StarCraft он бы так и запомнился неудачником, если бы не Катовице. Он с трудом, но прошел групповую стадию, выиграл по пути финского феномена Серова, затем Протоса Хира, а в финале одолел Статса и наконец-то снял с себя черное проклятие. Да, конечно, Су здесь не прыгал от радости, но по его лицу было видно, что он просто не мог поверить, что да, наконец-то, я это сделал. Я показал, что еще достоин. Ну, а затем на предматчевом интервью он сказал слова благодарности, а потом на его лице потекли слезы. Последний матч в этом видео будет посвящен простому китайскому парню, который сотворил легендарную сенсацию. Я уже говорил о том, что об этом будет позже, и да, как вы уже могли догадаться, здесь будет победа в финале Катовицы 23 года, где Оливейра стал чемпионом мира. И я не буду рассказывать вам всю историю этого парня и как он пришел к такому титулу. Потому что 90% людей слышали эту историю, а если нет, то в описании будет 2 ролика с канала Баста, где он подробно об этом рассказывает. Но я скажу главную вещь.
Сенсация, которую сотворил Оливейра, это не просто сенсация, это самая настоящая сказка. Конечно, в киберспорте бывают моменты, когда андердог и неочевидный фаворит становятся чемпионами. Но в случае StarCraft это происходило крайне редко. Конкуренция в этой игре была настолько сложная. Так еще, сука, прикол в том, что Оливейра не был крепким даже тир-2 игроком. Да, в Китае он всех разносил, но на мировой сцене он не смог показать того же. Хотя у него были большие перспективы, он показывал хорошую игру, но всегда чего-то не хватало. И вот ты играешь, потеешь, не можешь подкрепить свой результат статусом. Потому что как бы хорошо ты не играл в прошлом, это уже в прошлом. По мере своего взросления он уже начал задумываться о том, что может бросить это все и найти что-то более стабильное и прибыльное. А потом ты просто берешь и выигрываешь Катовицу. Самая настоящая сказка. Можно, конечно, говорить о том, как Оливейра разнес Рейнера в 1/8, в полуфинале Хира 3-1 или 3-0. А в финале лучшего корейского тирана Мару не заметил, просто переехал 4-1. Мару там вообще непонятно, что творил. Но я вам просто покажу, как Оливейра прошел групповую стадию. Вы просто посмотрите на эту группу. Это была настолько равная группа аутсайдеров, что просто смешно. У 4 игроков стата 2-3. Оливейра прошел только благодаря тому, что выиграл один матч. И знаете, кого он выиграл? Своего прямого, конкурента Ниба. Он отжал у него буквально одну карту, и это реально зарешало. Потому что в последнем розыгрыше Ниб одолевает Дарка 2-0. А Оливейра проигрывает Рагнароку тоже 2-0. Это настолько нереально предсказать и предугадать, что нужно просто наслаждаться таким моментом. Поэтому, собственно, я и сказал, что Оливейра показал не перформанс, он показал самую настоящую сказку. История о том, как обычный, хороший игрок может показать класс. Эта победа буквально изменила жизнь Оливейры. Он продолжил играть в StarCraft, да не так регулярно, и вроде бы в 26-м активности у него поубавилось, но тем не менее. Если бы он даже не попал в финал Катовицы, он бы, скорее всего, забросил StarCraft. Единственное, что я могу сделать, это просто показать интервью победителя и его реакцию.去年真的很难。我上次0杠6输的时候，我觉得心理争霸对我来说已经结束了。但是从上一次，我告诉我自己，我可以再多练习，我可以再多练习。如果有一天真的拿到世界冠军了，或许可以证明给大家。And I want to say English to everyone like, even you still. Вот такая вот подборка получилась. Пишите в комментариях, какие матчи вы помните на своей памяти. Вполне возможно, я сделаю вторую часть этого ролика. А на этом я буду прощаться. Подписывайтесь, лайки ставьте. Заходите в телегу, на Twitch, на Discord. Не болейте. Всех благ. Увидимся.